Марк был на пороге своей свадьбы с Лизой. Он был уверен, что нашел свою половинку, ту самую, с которой хотел провести всю жизнь. Однако в глубине души он все еще не мог забыть свою бывшую девушку Эмму. Их расставание было непростым, и, несмотря на то, что прошло много времени, она иногда возникала в его мыслях. В день своей свадьбы, решив, что стоит закрыть старую главу, Марк пригласил Эмму на церемонию. Он думал, что это будет символичным жестом — встретиться, попрощаться, окончательно отпустить прошлое. Но когда Эмма пришла, он был ошарашен. Вместо той стройной девушки, с которой он когда-то был близким, он увидел женщину с 3 маленькими детьми. Это были мальчики, тройняшки. Все 3 выглядели одинаково, весело бегали вокруг нее, и атмосфера радости и семейного уюта контрастировала с формальной атмосферой свадьбы. Марк был потрясен, не знал, как реагировать. Он не ожидал увидеть Эмму в таком положении с детьми. Он вспомнил, как когда-то они обсуждали будущее, но всегда откладывали разговоры о детях. Марк не считал себя готовым к родительству, и этот факт всегда оставался для него важным. Но теперь перед ним стояла реальность, которую он не мог игнорировать. После свадьбы Марк не мог избавиться от мысли о том, что он увидел. Он не знал, что сделать с этим потрясением. Когда он связался с Эммой и узнал всю правду, его мир перевернулся. Оказалось, что через 2 недели после того, как они расстались, Эмма узнала, что беременна. Она долго думала, стоит ли рассказывать ему об этом, но в конце концов решила не навязываться, думая, что Марк не захочет иметь с этим ничего общего. Она выбрала воспитывать детей одна, не говоря ему о беременности. Эта тайна осталась скрытой до того момента, когда Марк снова встретил ее на своем свадебном дне. Он понял, что не может просто забыть о том, что произошло, что эти дети — его дети, и ему нужно взять на себя ответственность. Это было неожиданное открытие, которое поставило под сомнение все его прежние планы. Он решил развестись с Лизой и вернуть Эмму в свою жизнь. Вместе они начали новую главу, решив воспитывать детей как семья. Это было сложно, но Марк почувствовал, что это именно тот путь, который он должен был выбрать. С каждым днем он все больше осознавал, что любовь и ответственность — это нечто большее, чем он себе представлял. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.